Ребята, всем привет! Вы на канале Будь Мужиком, и сегодня я хочу вам рассказать о том, почему же газовые конвекторы тухнут. Ну что ж, поехали! Первая причина самая элементарная, я думаю, в ней разберется абсолютно любой житель нашей страны, абсолютно любой человек, у которого есть газовый конвектор, это то, что забит запальник. Причины из-за того, что забивается запальник, бывают абсолютно разные. Самая распространенная причина это то, что у вас в дымоходе, через дымоход заползают всякие разные паучки, паучки заползают нам в запальник, делают там себе паутинку. Вторая причина это то, что у вас нету газового фильтра и весь этот мусор у вас собирается на вашем запальнике, поэтому он не горит вообще. И третья причина это то, что обычно газовые приборы у нас включаются не в теплое время, а в холодное. И что же получается, когда вы включаете ваш газовый отопительный прибор в холодное время, вокруг у вас находится холодный воздух, прибор остывший, и вы его начинаете резко раскалять. А что у нас происходит из-за того, что горячий теплообменник с холодным воздухом в помещении контачит? Правильно, образуется конденсат. И от этого конденсата начинает трубочка подачи газа к вашему запальнику, она обычно делается из меди, она начинает окисляться. И вот весь этот окисел начинает сначала зеленеть, потом со временем темнеть, и постепенно начинает по этой трубочке стекать куда? В запальник. И именно таким образом зачастую забивается форсуночка и не горит фитилечек. Поэтому нужно, во-первых, прочистить трубочку самого запальника, а также прочистить форсуночку. После этого ваша форсуночка будет гореть, ваша пилотная горелка загорится и конвектор будет работать. Вторая причина, не менее элементарная, чем первая, это то, что у вас просто может забиться дымоход. По какой причине это происходит? Да вообще причин бывает огромное множество. Те причины, например, с которыми я сталкивался, это залез паук, слил паутину, и тяга уже начинает гулять. Вперед, назад, пламя начинает не гореть так ровненько огнем, а начинает. Оно пытается выйти, его забрасывает паутиной обратно. Оно опять пытается выйти, а его обратно. И получается такая пульсация такая капитальная. Значит, надо прочистить дымоход. Либо же дымоход у вас прогнил, там где-то какая-то щель образовалась. Либо же элементарно дети шли мимо, у вас, например, первый этаж, они закинули к вам в дымоход какую-нибудь бутылку, пакет от сока, пачку сигарет, да что угодно. И этим всем вам благополучно так затрамбовали, а потом идут на следующий день и любуются. О, это же я там бутылку засунул. И вот таким вот образом забиваются у людей дымоходы. Третья причина это забита горелка. Как вы понимаете, как и в любом другом газовом приборе, у нас имеется не только пилотная горелочка, которая горит и каждый раз пытается поджечь вашу основную горелку, основное пламя, которое греет ваш газовый конвектор, но также у вас есть и сама основная горелочка. Она у вас кругленькая, зачастую идет микрофакельного типа, но тут мы уже в подробности, конечно, вдаваться не будем. Смысл в том, что эта горелка тоже периодически забивается. Как пылью, так и сажей, так и пауками и всеми прочими жителями нашей планеты, о которых я уже говорил, земноводные и так далее. Погнали к следующей причине. А следующая причина у нас это то, что может выйти из строя термопара. Термопара это самый частый случай, когда не работает какой-либо вообще любой газовый прибор, будь это плита, колонка, котел и так далее, в том числе и газовый конвектор, там также есть термопара. Термопара нужна для того, чтобы обнаруживать пламя на вашей газовой горелочке, на пилотной горелке, для того, чтобы газ не шел туда, если он затух. Это мера безопасности. Термопару нужно заменить, если она вышла из строя. Следующая причина у нас вытекает из предыдущей. Если вышла термопара из строя, то это может быть проблема не просто в том, что у вас термопара именно вышла из строя, а может просто элементарно окислиться ее контакт. А контакт термопары, насколько вы знаете, у нас идет свинцовый. Термопара это у нас такая медная трубочка, внутри нее идет еще одна трубочка. Эти две трубочки должны быть друг от друга изолированы, а на конце идет сплав. От нагрева этого сплава по термопаре проходит ЭДС. Так вот, если у нас сам конец термопары, где у нас свинцовая такая блямбочка на конце, я думаю, вы все знаете, о чем я сейчас говорю, я вам сейчас картиночку где-нибудь покажу, как термопара выглядит. Этот свинец от контакта с воздухом начинает окисляться, и именно этот окисел образует такой плотный слой, который не дает этой ЭДС, о которой я вам только что говорил, поступать на электромагнит. Так вот, если образуется такой окисел на термопаре, его необходимо счистить либо
спичками, либо просто коробком спичечным, наждачечкой, либо я очень часто использую алмазный надфиль. Это вообще самая идеальная вещь. Алмазный надфиль, конечно, периодически стачивается, но как раз вот подтачивать что-нибудь такое легенькое, он мягкий-мягкий такой. Им можно как раз вот зачистить и контакт термопары, и тогда ваш газовый конвектор будет работать. Следующая причина у нас связана в основном с рукожопыми монтажниками. Да-да, я о вас сейчас говорю, рукожопые монтажники. Дело в том, что при устройстве дымохода в газовом конвекторе он должен делаться не просто в стенку, а он должен стоять под уклоном. Как и на любом газовом двухконтурном котле с коаксиальным дымоходом. Коаксиальный дымоход — это дымоход, в котором через наружный контур подсасывается воздух для горения, а через внутренний контур этот воздух выбрасывается. И таким образом воздух из помещения у нас не участвует в процессе горения. Это очень хорошо, я считаю, потому что при сгорании 1 куба газа сжигается 10 кубов воздуха из вашего помещения. Так вот, если у вас закрыта камера сгорания, как в газовом конвекторе, у вас коаксиальный дымоход. Он должен устанавливаться под небольшим уклоном. Почему? Потому что, как вы понимаете, периодически образуется конденсат. За счет того, что у вас труба внутренняя идет горячая, а через наружную подсасывается холодный воздух, в месте контакта холодного воздуха с горячей трубой образуется конденсат. И этот конденсат должен стекать обязательно на улицу, потому что если его устроить неправильно, то этот конденсат начинает стекать вглубь этого дымохода. Дымоход начинает со временем гнить, выходить из строя, и буквально образуются щели. Конвектор начинает иногда даже просто болтаться на стене, дымоход начинает болтаться, пламя начинает не гореть, а вот что такое непонятное с ним происходит, он не горит, а вот такие какие-то скачки просто происходят. Это очень плохо, и это очень трудно исправить. Нужно буквально вот вынимать этот дымоход и все переделывать, ставить под наклоном. Это очень серьезная работа. А эта серьезная работа, приходится ее делать только тогда, когда монтажники накосячили. Поэтому стройте ваши дымоходы на ваших газовых конвекторах обязательно правильно, с уклоном. А также ваш газовый конвектор может просто задувать ветром. Дело в том, что места установки газовых конвекторов бывают абсолютно разные. Как вы понимаете, ваша комната может выходить как на какой-нибудь там, к примеру, 5-й этаж. Я не знаю, может вам на 5-м этаже разрешили конвектор поставить. Так же самое она может выходить и в тихий дворик. И как вы понимаете, если вы вывели дымоход от вашего газового конвектора, кстати, либо парапетного котла, на очень продуваемое место, и не поставили какую-нибудь дополнительную защиту помимо заводской на ваш дымоход, то скорее всего, что ваш конвектор либо парапетный котел будет задувать ветром, потому что они этого очень сильно боятся. Они мало того, что засасывают воздух, плюс если там еще идет сильный ветер, то этот засасываемый воздух еще и усиливается за счет того ветра, который у вас гуляет туда-сюда возле вашего дымохода. Его просто может задувать. Также на вашем газовом конвекторе может быть негерметичная камера сгорания. Камера сгорания, как я вам уже объяснил, устроена таким образом, чтобы участвовал только воздух с улицы. Воздух из помещения не подсасывается. Конвекторы периодически делаются таким образом, что по периметру самого газового конвектора идет такой асбестовый шнур. Так вот, этот асбестовый шнур для чего нужен? Для того, чтобы конвектор можно было разобрать на 2 половиночки, буквально вот так вот раз, открыть, и почухать одну половиночку, почухать вторую половиночку. Потом это дело собрать, и ваш конвектор готов, вуаля, пользуйтесь дальше. Так вот, этот шнур периодически рассыпается от времени и образуется негерметичность камеры сгорания. Из-за этого воздух из помещения также начинает участвовать в процессе горения, и конвектор из-за этого также может начать тухнуть. Следующий пункт, друзья, это пункт из практики, скажем так. У меня была такая история, когда я пришел на газовый конвектор посмотреть, почему он тухнет. Так вот, оказалось, что там был слесарь, который поставил горелку атмосферного типа. Я вам сейчас вот здесь показываю картиночку. Вы видите, что эта пилотная горелка идет с сеточкой. Сеточка ставится на горелках атмосферного типа для того, чтобы воздух из помещения подсасывался и вовнутрь конвектора поступала уже газовоздушная смесь. Так вот, такие горелочки ставить на конвекторы нельзя. Можно ставить только горелочки, которые идут под закрытый тип сгорания. То есть конкретно под конвекторы, либо парапетные котлы. Они идут без данной сеточки. Сейчас я где-нибудь тут вам покажу, как выглядит такая пилотная горелка. Там сеточки нет. Можно ставить только такие пилотные горелки. Следующий пункт, почему тухнет газовый конвектор, в том, что
бывает, что датчик температуры, в принципе, практически во всех конвекторах датчик температуры ставится прямо рядом с самим конвектором. В том же корпусе буквально снимаешь кожух, и тут же стоит датчик температуры. Так вот, конвектор ориентируется на датчик температуры, который находится рядом с нагретым конвектором. Соответственно, воздух рядом с конвектором очень быстро прогревается, и за счет этого конвектор очень быстро отключается. Соответственно, если вы не хотите, чтобы у вас конвектор отключался очень часто, чтобы он продолжал греть, нагревая ваше помещение, нужно снять кожух с вашего газового конвектора и датчик вынести на какое-либо от него расстояние, для того, чтобы конвектор получал уже не непосредственно горячий воздух, который находится у вас рядом с только что нагретым конвектором, а именно воздух из помещения. В принципе, это, можно сказать, принцип работы комнатных термостатов на навесных котлах, только здесь более простой механический вариант. Следующая причина, почему у вас может тухнуть газовый конвектор, это то, что у вас может быть на доме газовый редуктор. Зачастую в населенных пунктах, которые находятся где-нибудь вдали от города, подводится среднее давление, для того, чтобы туда его как-нибудь дотранспортировать, как говорится. А люди себе в дом получают уже низкое давление посредством того, что они устанавливают газовый редуктор. Газовый редуктор, для тех, кто не знает, это такая штукенция, которая понижает давление газа до того, которое может уже быть пригодным для вас, до низкого давления. То есть это 200-300 мм водяного столба, 2-3 кПа. Так вот, если ваш газовый редуктор отсек, например, у вас просто может элементарно не быть газа, его надо пойти и взвести, либо же настроить. И последняя причина, почему может тухнуть газовый конвектор, это то, что у вас установлен газовый фильтр, и этот газовый фильтр может быть просто элементарно забит. Как вы знаете, я вам уже в своих других роликах говорил о том, что в наш газ подмешивают очень много чего. Но это не воздух, как считает почему-то половина нашего населения города. Это просто другие типы газа, от другого типа добычи. То есть там сланцевые газы, биогаз, и так далее. Сейчас я не буду вдаваться в подробности. В общем, если у вас забит газовый фильтр, прочистите его, и будет вам счастье. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам все понравилось, что информация оказалась для вас полезная. А еще больше я надеюсь, искренне надеюсь, что ваши газовые приборы заработали. Всем пока!